Всем доброго времени суток. Так как прошлая часть собрала нереальный актив, то эта часть выходит быстро. Разумеется, я постараюсь сделать ее длиннее, чем прошлую часть, дабы можно было показать больше от игры. И да, я видел комментарии, что Portal можно пройти за 3 часа, но я прошел за 23 часа и 56 минут, так как у меня были некоторые проблемы с записью и с компьютером. Ну и больше не смею вас задерживать, и всем приятного просмотра. В следующей камере GLaDOS нам говорит о том, что видела на поверхности оленя. Ну и говорит о том, что после испытания, возможно, опять расскажет, как видела оленя. Само собой, на это нам похуй. Если вернуться к испытанию, то в нем ничего сложного нет. Нам просто надо попрыгать пару раз. Отнести один куб в одно место, другой на кнопку. Ну и на этом все испытание заканчивается. И мы идем после этого дальше. Перед лифтом нам говорят, что... Сегодня я не видела оленя. Я видела нескольких людей, но поскольку ты здесь, у меня уже предостаточно испытуемых. Объясняют о новом объекте для взаимодействия, а именно мост, который можно сделать бесконечным благодаря порталам. И собственно при помощи него мы и проходим это испытание. Но у моста есть побочный эффект. В конце нам говорят, что люди самый жестокий вид живых существ. Перед началом следующего испытания нас снова кроют хуями. Придумала, что делать с деньгами, которые сэкономила на переработке воздуха в твоей комнате. Когда ты умрешь, я заламинирую твой скелет и поставлю в вестибюле. Так будущие поколения смогут понять, как избавиться от столь неудачного строения скелета, как у тебя. После чего мы встречаем Синего, снова, которого успешно начала ебашить птица. Ну а также он сказал о том, что можно будет съебаться из этого злоебучего комплекса. Это не может не радовать. Само испытание не представляет из себя что-то сложное. Но даже так я помер 2 раза из-за своей тупости. Но вернемся к испытаниям. Не то чтобы это как-то помешало прохождению, ведь цель не спидран, а обычное прохождение игры. Ну и полное изучение локаций и секретных локаций. Ну и как бы то ни было, я прошел эту камеру. Ну и получил первую похвалу. Я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Это испытание будет с турелями. Разумеется, очень повезло, что их можно брать. И насколько я знаю, есть ачивка, если не уничтожишь ни одной турели. Но я ее не получил, хоть я пытался максимально их не трогать. Но иногда просто не получалось. Банально не давали выбора. В этом испытании я пытался обходить их. Ну и сбить их кубами. Ну и также я пытался сократить прохождение, поставив турель на кнопку. Но похоже, она слишком легкая для этой кнопки. Из-за чего пришлось идти за кубом для кнопки. Что удивительно, пройдя камеру, нам ничего не сказали. Эта камера уже чуть сложнее. Тут требовалось направить лазеры так, чтобы все работало. Но это случилось быстро, и я пошел дальше. Нам сказали о том, что мы проебали день рождения. Но я думаю, она, возможно, нас хоть как-то поздравит. Перед началом следующего испытания нам опять говорят, что мы стрёмные уёбище. В комбинезоне ты выглядишь глупо. Это не мое мнение. Так записано в твоем личном деле. Другие люди в нем выглядели нормально. А в твоем деле ученый записал, что ты в нем смотришься глупо. Ну и пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у нее научная степень. По моде из Франции. Опять турели, ну и их тоже пришлось сбивать. На самом деле мне просто банально лень было их хоть как-то трогать. Но приходилось, ведь допустим сейчас, когда был на Кубе, я бы просто при любой попытке обойти их умер и начал бы эту ебаную камеру заново. Этот вариант меня совершенно не устраивал, из-за чего я просто пустил турель по кругу. В конце камеры нам говорят следующее. Я просматривала список испытуемых в криогенном хранилище и нашла 2 с твоей фамилией. Мужчину и женщину. Это интересно. Мир тесен. В начале испытания нам говорят, что будет сюрприз, а именно встреча с 2 людьми, которых мы давно не видели. Также я увидел турель за решеткой, ну и хотел снести ей ебало, потому что думал, что это секретный проход. На деле так и оказалось, и там было...
Писав этот сценарий и отсматривая весь материал, я скажу, что это была самая охуенная скрытая комната. Это реально самая кайфовая скрытая комната. Эту мелодию больше нигде не услышишь, кроме как в этой секретной комнате. И разумеется, я делал свои ремиксы тех песен, что мне понравились. И возможно даже я выложу их в общий доступ. Об этом можно будет узнать в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Но если вернуться к комнате, то помимо турелей в ней больше ничего нету. Какие-то непонятные рисунки с рукой и трупами, ну и тонны мусора. А также увидел там Биг Бон. Затем пробовал пройти лазер при помощи банки. Возможно, я бы и прошел так, но это, наверное, было бы долго. Поэтому я просто прополз его. Затем, опять же, не по своей вине, сжег все турели нахуй, что там стояли. В конце испытания нам напели мелодию. Следующее испытание, по идее, должно быть с нейротоксином, о котором нам сказали. Но я его так и не увидел. Поэтому просто ебался с мостами, пытался понять, как и куда их ставить. Ну и подумал, что сверху нашел секретку. И так случилось, но там тем более ничего не оказалось. Помимо парочки банок и разломанной комнаты, в которую мешала пройти невидимая стена. Ну и хуй с ним. Дальше нашел еще одну скрытую комнату, где была лестница, поднимаясь по которой зашел в другую комнату, в которой тоже кроме мусора и рисунков больше ничего не оказалось. Поэтому я просто пошел дальше дрючить мосты и проходить испытания. Пройдя испытания, мы идем ехать к сюрпризу. Ты, наверное, думаешь, что я забыла про сюрприз? Нет. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Я так волнуюсь. Начинается 4 глава, и поднимаясь происходит... Сюрприз через 3, 2, 1. Я все выдумала. Сюрприз. Ну хватит. Если это тебе поможет, тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Да, нас просто наебали и оскорбили. В очередной раз Глэдис доказала, что она очень добрая. Ну и пошла бы она нахуй. Просто пойдем проходить дальше испытания. Ставя мост как стену, идем к кнопке. Потом кидаем 2 куба в воду, ну а потом уже адекватно ставим их преграду от столкновений и забираем наши кубы. После чего надо направлять лазеры в нужные точки. С этим у меня проблем не было. И мы пошли дальше. Перед окончанием нас снова захуесосили. Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым мы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании. Затем, что удивительно, мы едем вниз, и нас останавливает Синий. И говорит, что для побега надо пройти 5 камер. И разумеется, мы это и без него бы сделали. Очередная камера с лазерами и прыжковой панелью. Разумеется, тут тоже ничего интересного. Так что я пропущу эту камеру. Одна из причин, почему я ее пропустил, это очень много времени было потрачено, потому что я долбоеб. И не сразу понял, что и куда нести и ставить. Но не могу не показать в самом конце камеры, как меня уебали турели. После перепрохода камеры ничего интересного не случилось. Начинается очередная камера, где везде были белые стены. Полная свобода действий, из-за чего камера полностью оказалась простой. Но я зачем-то начал направлять лазеры вообще не в то направление. Понятия не имею, зачем я так делал. Но пройдя ее опять же, ничего интересного не произошло. Только речь Глэдис. Думаю, эти испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. В начале камеры говорят, что будет еще один сюрприз. Разумеется, я надеюсь, что он будет адекватный, а не как в прошлый раз. Но камера так и не успела начаться, и Синий пришел нас спасать. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! Беги! Нам закинули камеру, где должен был быть олень. Но нас наебали и убили.
Жестоко. Я думал, за такой поступок нас поощрят за преданность. Но такого не случилось. Я пытался наебать ее через порталы, но у меня ничего не получилось. Но я увидел, что в комнате с травой вообще ничего нету. Поэтому пошла бы нахуй та комната. Нам вырубают мост, и затем мы бежим в загрузку. Нам закидывают турели, в которых мы успешно дефаем и ставим порталы. После чего бежим дальше. Затем нас пытаются придавить двумя огроменными панелями. Но мы просто убегаем в лифт. Ведь нахуя нам тут умирать? Ну и конечно же у видео должен быть конец. Поэтому он будет именно здесь и сейчас. Да, возможно, на самом интересном моменте. Но это вы уже увидите в третьей части моего челленджа. Или прохождения, я не знаю, как это лучше назвать. Ну а также огромное спасибо за просмотр этого видео и за актив под прошлым видео. Это дает нереальную мотивацию делать больше видео и длиннее. Ну и еще, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, мне будет безумно приятно. Ведь у меня цель добить 2000 подписчиков до лета. И буду очень рад, если вы поможете мне с этой целью. Также прошу простить за то, что отсутствовал 2 недели, заболел коронавирусом и лечился все это время. Даже сейчас я не до конца выздоровел. Также для меня это был как небольшой отдых от постоянного создания видео. Надеюсь, YouTube не будет из-за этого душить мой канал. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, заходите в мою группу Дискорда и в группу в ВК. И всем пока!